уже подхожу к Семиходскому мосту. Планирую встретить рассвет. Но, наверное, опять опоздаю, как и в прошлый раз в фильме «Романтика одиночного похода». Но в прошлый раз мне зона подарила очень классные виды с моста. Не знаю, что в этот раз будет, но интересно. Я с Припяти вышел в 3:30 утра. Сейчас уже 4:40. Рассвет обещают в 4:50. Ну, сейчас посмотрим. Да, я еще там, как вышел с поворота, позади метрах 200-300 видел, какие-то два человека шли. Но они потом свернули в кусты и пропали. Я не стал ждать, я подумал, что это сталкеры. Но все равно лучше не рисковать и идти просто. Надеюсь, это не менты и не охрана. Кстати, вот уже открывается вид на ЧАЭС, Чернобыльскую станцию. Вот уже мост. Успел к рассвету. Вообще класс. Там вдали туман небольшой. Не так, как тогда, но все равно классно. И мне получается в сторону Градирни только левее. Опять не попаду на Градирню. Ну, в этот раз другой путь, другой маршрут. Может, как-нибудь в следующий раз попаду. Да, и в этот раз не на левый берег, не к заброшенным селам, а исследовать новую территорию для себя. Интересно, что же меня ждет дальше. Ну ладно, тут задерживаться долго не буду, потому что там какой-то объект, который надо обойти. А сейчас уже светло. Я уже вышел на дорогу, которая отмечена желтым цветом на карте. Хочу, пока еще нету 6 утра, обойти, я так понял, там водонасосная станция. Потому что после 6 утра в основном начинается движ. И я сойду вот туда в кусты. И буду идти по чагирям. По любимым чагирям. С правой стороны гудит ЧАЭС. С левой стороны просто какой-то лес. Ну и там же речка. Чем дальше я пройду, тем ближе речка будет. Вот там вот, если я не ошибаюсь, то водонасосная станция. И тут прям по дороге стоял КПП какой-то. Ну, я решил обойти по песку. Не хочу нарываться, не хочу нарываться на неприятности.
И там еще какой-то звук. Отсюда прям открывается вид на все. На Градирни. На третью очередь. Даже на дугу открывается вид. На ЧАЭС. Пристань была. И куда-то вода ушла, высохла, наверное. Паутины сколько. Тут, если верить карте, то недалеко есть параллельно еще одна дорога. И, возможно, по ней вообще никто не ездит, надеюсь. Потому что там видно, как разъезжена дорога. Но видно, что не так часто ездит, но ездит. Я сейчас ищу. Тут тоже желтым цветом по карте дорога нарисована. А, вон, что-то вижу. Просвет какой-то. Я, конечно, честно говоря, испугался, когда увидел эту какую-то подставку с капсулами. А там еще было сильно натоптано. И это видно что-то экспериментальное. Честно говоря, вообще не приложу ума, что это может быть. Может, если кто-то знает, напишите в комментариях. Вот вышел на такую дорогу. Ну, тут тоже видно, что ездит. Но тут как-то спокойнее. Ну, буду время от времени то на одну дорогу переходить, то на другую. Но я думаю, я это место быстро пройду. Но я еще хотел покупаться в речке. Чуть дальше пройду только. На самом деле очень необычно выйти в такие зеленые леса, поскольку все время я шел в выжженных лесах. Ну, все-таки интересно, что же тут. Думаю, минутка лишней будет. Да, ничего такого. Просто какая-то будка. Ладно, идем дальше. Подошел к какой-то металлической площадочке. Интересно, что это может значить. Там еще трансформаторная будка. Тут еще я заметил, что через каждых 300 метров какая-то такая вот похожая на доску объявлений, только без доски. Или телефонная будка. Я еще хотел рассказать, кто меня вдохновляет на съемки фильмов. Не на сами походы, а на съемки. Это Тарковский. Меня вдохновил его фильм «Сталкер». Ну, это что-то... Вот именно в этом фильме передается самая настоящая сталкерская атмосфера.
Ни в игре «Сталкер», ни еще в каких-то фильмах. Вот именно в этом фильме Тарковского я вот заметил, что вот именно там передается вот это чувство зоны отчуждения. Это какое-то вообще абсолютно инопланетная настройка при просмотре фильма. Ну и снимая какие-то свои видео, как я их называю, фильмами, я вдохновляюсь кадрами из фильма «Сталкер». Решил сделать минутку отдыха и посмотреть, залезть, что тут вообще такое. Главное не напороться на гнездо шершней. Это оно мне надо такое? Зачем я сюда лезу? Боже мой. Обычная трансформаторная будка. Зачем я сюда залез? Ладно, рюкзачок отдыхает. Я когда планировал сюда маршрут, я сначала думал, что тут будет как бы пустынные места. А как оказалось, тут абсолютные джунгли. Ну, получается, по эту сторону джунгли, по ту сторону там камыши с песком. Ну, я думаю, может дальше что-то еще будет интереснее. Ну, блин, это классно. Чувствую себя как во Вьетнаме. Сижу тут на вышке, под одной рукой мачете. И сижу, наблюдаю. Я уже подошел к реке. Хотелось бы найти место, где покупаться. Но, как вы видите, тут абсолютные заросли. Малина. Как по мне, тут офигенное место, чтобы поплавать. Тем более пока утро. Тут же еще полиция может на лодках плыть, и меня могут увидеть. Так что в воду. Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черст. Когда дерево растет, оно нежно и гибко. А когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит.
Какое-то здание. Просто посреди леса. Наверное, тут раньше что-то было, но сейчас просто цветы, трава, деревья. И шершни. Почему в каждом здании шершни? Капец. Заходить точно нельзя. Так, ладно, надо переходить на ту сторону. Интересно посмотреть, что там. Как бы это печально ни звучало, но здесь, к сожалению, тоже полно выжженных деревьев. Сейчас прохожу очень большой лэп. Ведут они, наверное, к ЧАЭС. Или не наверное. Точно не знаю. Но они очень большие и очень трещат. Да уж, конечно, тут все заросло. Я просто смотрел одно видео, там снимали с дрона вот эту всю местность. И там все было очень пустынно, все в песку, все в песке. И я рассчитывал типа на пустыню. Тут получилось просто все зеленое и немного песка. И очень-очень жарко. Мне еще пилять долго. Хорошо, что хоть речка по левую сторону, можно купаться. Фух, уже второй раз купался, потому что нереально идти, очень жарко. Я представляю, если бы я шел по той стороне, там даже минут 15 нереально находиться. Потому что там реально по ощущениям как пустыня, хоть там и зеленое все почти. Но по ощущениям там просто пустыня. До Чернобыля осталось примерно 3 километра. И там какой-то канал надо переплыть или перейти, я не знаю, может он сухой. Вот уже поворот в Чернобыль. Я покидаю этот остров. Или как это еще можно назвать. Ну, как я и знал, чуть-чуть надо будет пройти вброд или переплыть. Вот что тут есть. Такой заливчик. И каким-то образом сейчас надо на ту сторону перебраться. Так, я рюкзак перетащил на ту сторону. Воды по грудь. Осталось вот ботинки и штатив с камерой. Тут надо аккуратнее. Тут куча всяких ракушек и еще всякого.
Зато тут уже лес нормальный. И будет тенек. Не так жарко. Класс, какая красота. Тоже рюкзак ждет. Ну вот, я свою миссию закончил. Но мне еще осталось, конечно, выбраться из зоны. Но самое основное, то, что я планировал пройти по вот этому острову за прудом-охладителем, посмотреть местность, что там вообще. Тут еще как-то сейчас хочу пройти Чернобыль, дойти до центральной дороги. Просто тут рядом объект есть, я хочу его как-то аккуратно обойти. А это будет сложно, потому что тут очень сильные заросли. Я специально пришел под город Чернобыль, именно вот к этому ангару, потому что ровно 3 года назад мы с Валиком совершили первое путешествие в Чернобыль. И ночью мы сильно устали и не знали, где притулиться, и где поспать. Было холодно. Мы с трудом нашли вот это место. И там получается сеновал. Очень много сена, очень тепло. И это место реально нас спасло, потому что мы очень устали. В этом месте, кстати, ходят лошади. Не дикие, а чернобыльские. Кто-то за ними ухаживает. Я хотел тут же в ангаре переночевать, но я заметил тут очень много следов от машин, которые сюда приезжают. Ну, видно, это местные, и сеновал тут не просто так. Ну, я решил разложить лагерь тут рядом в лесу и отдыхать.